Всем привет! С вами Алина, Белая Ворона. Я очень долго решала, куда сегодня идти. Это как обычно. Когда я вышла из дома и ехала в автобусе, я еще не знала точно, куда я пойду. Перебирала несколько маршрутов в голове. И в итоге решила пойти на скалы Иглы. Такое ощущение, что я в снежную сказку какую-то попала. Снега очень много. Обычно у нас в ноябре уже морозы стоят, холодно. Уже это зимний месяц у нас считается. А в этом году прям осень затянулась. В общем, идем на Иглы. Там небо все черное-черное. Наверное, снег пойдет. Снега, конечно, очень много. До середины ноября прям идешь и утопаешь вот. Прям сильно. Уже все ноги у меня мокрые, за счет этого мерзнут. Он еще такой немного липкий. Уже все по зимнему идешь. По сугробам. Вот тут вот красиво очень. Такие деревья все в снегу. Как же красиво. Сколько снега. Каждая травинка, каждый кустик, все в снегу. Каждая веточка. Даже стволы все усеяны снегом. Красота. Следы косули. Свеженькие. Недавно проскакала куда-то туда. Решила быстренько бананчик съесть, что-то проголодалась, а идти еще немало. Ветер поднялся, стало холодно, чувствуется, что уже зима, а не осень. Если сначала я пошла, было теплее, или мне так казалось, сейчас уже холодно, останавливаешься, замерзаешь. Надо будет костер где-то, наверное, пожечь, погреться. Ноги мерзнут, руки вообще замерзли, аж красные. Там на Иглах, наверное, вообще витрина сильный. Там же хребет, высота. Ну, посмотрим. Мне до Игл идти где-то 11-12 километров. Где-то 5-6 километров я прошла уже. И мне примерно столько же еще идти. Поэтому нужно быстренько стачивать бананчик и лететь дальше. Осталось мне до скал примерно 2,5, может 3 километра. Я даже не знаю, в какой программе можно посмотреть, чтобы понять, сколько километров я прошла и сколько мне осталось. Это все я примерно всегда говорю. Я сейчас в горку поднимаюсь, поэтому немножко у меня отдышка. Кушать уже хочется. Достала вредные сухарики. Иду грызу. В горку, конечно, не очень сухарики грызть.
Рука устает снимать вот так вот. Тяжело держать. Там еще должен по дороге родник быть. Хочу до него попробовать дойти, если, конечно, снегом его не завалило. Посмотреть. Вот как раз завалило его или нет. Витрина жуть. Здесь вот еще, где я иду, тут густой лес вокруг, как бы сильно не дует. Я сегодня что-то долго иду. Вообще какая-то капуша стала. Утром встала рано специально сегодня, чтобы пораньше выйти. Прокопалась, елки. Вот следов вокруг много. Я вижу, и зайца были следы, и косули вон есть. Хорошо, что снега не по колено. Приходится торопить. До игл в такую погоду практически никто не ходит. Ну, во-первых, маршрут как бы не близкий и не совсем уж простой. Ну, для кого-то. Ну вот, никаких следов нет, как видите. Все чисто белый снег. Я говорю, благо сейчас снега не по колено. Приходится идти, тропить, вон у меня уже все ноги в снегу. Скоро родник будет. Интересно посмотреть, засыпало его или нет. Иду прям по следам косули. Вот ее копытца маленькие. А может кабарга, но нет, мне кажется, это косуля все-таки. Такие маленькие копытца. Ну, я иду дальше. Прямо туда. А она ушла куда-то туда, в лес. Недавно ходила в поход. Была не одна. И вдвоем мы были. Со знакомым. Вот еще следы косули. Прямо вот так вот просекают. Шли туда. И прям косуля, прям перед нами, прям перебегает вот так вот из леса. Хоп, такая тропу перебежала и дальше в лед. Конечно, я же не снимала, я же даже не думала, что она пробежит. Прям перед нами, рядом, так близко. Передо мной косуля, если честно, никогда не пробегала. Я косуль много видела, и моралов видела. И подходила к ним достаточно близко. Но так близко. Хотя нет, я сейчас вспомнила историю, кстати. Вот с Петром, с которым мы ходили в поход. Вот еще следы косули. Короче, здесь косуль дофига. Тут люди сейчас не ходят, наверное, косуль много. Может, даже увидим, если повезет. И мы как-то пошли на Черную Сопку с ночевкой. Туда мы встретили медведя. Я не буду, короче, подробности рассказывать. Может, как потом в другом видео. А обратно вот косулю, прям близко-близко подошли. Она щипала травку и почему-то нас не заметила, а мы не заметили ее. И мы что-то тихо так шли, глаза поднимаем, и она, видимо, нас заметила. Как она, давай это, драпанула, подскочила. И мы от страха подскочили, потому что мы не поняли. Сначала шум возник, а потом уже мы поняли, что это косуля. И мы, если честно, испугались, что это опять медведь. Мы подпрыгнули, она, короче, мы друг друга испугались. Она в одну сторону, а мы остались стоять. Мы даже не успели среагировать, если честно. Такая история была. Вот лисьи следы. Лисичка бежала. Вот это уже я натоптала. И вот она, тропу перебежала и в лес побежала. Подхожу к роднику. Вон он.
Животными все, смотрите, истоптано. Это не люди. Это именно животные. Они сюда приходят пить. Потому что людей здесь вообще нет следов. Вот кроме вот моих я прошла. Никого здесь не было, видимо, давно. А это все животные стоптали. Представляете? Вот, даже пометил кто-то. Ну, в основном, мне кажется, это копытные. Косули, там, моралы. Кабарга, может быть. Или кабарга, как правильно. Если честно, все время не знаю, как ударение ставить. Ну, может, еще какие-то мелкие животные, зайцы там, лисы. Птицы, вот я вижу, что вот это вот птицы были. Ну, вот такой здесь родник. Я сейчас воды набирать не буду. Умываться мне тоже в такой холод неохота. Просто зашла посмотреть, как он функционирует. С ним все нормально, походу. Я думаю, до морозов он тут еще простоит. Кстати, на торгаше не так уж и много мест, где можно набрать воды. Решила все-таки попить. Пить охота. Доставать воду неохота. Вода ледяная вообще. Поднимаюсь в такую приличную сейчас горку. Ну, чтобы до игл вот. Вон, тут хребет, надо выйти. Отсюда кажется, что это небольшой холмик. На самом деле, как бы не маленькую горку приходится преодолевать. Но отсюда тоже не видно наклон. Что там снизу пришла. Достаточно в такую крутую поднималась горку. И здесь вот тоже следов людей нет. А вот следы косули. Прям практически по тропе, ну как я иду, они проходят. Видно, что следы свежие. Но самих косуль, конечно, не видать. Дятел где-то долбит. Немножко уже осталось до верха. Ух, выхожу наконец наверх. Короче, сегодня хоть и выходное, воскресенье, люди ходят в походы в выходные дни, но следов вообще по дороге никаких нет сюда. Понятно, кто еще, кроме таких, как я, наверное, придурочных, блин, с отмороженными мозгами, пойдет в такую даль, в такую погоду. Так. Ну, видно, наверное, что пурга. Ворона летит. Красотка. Так красиво на фоне солнца смотрится. Прям вообще красота. Вот такой вид с хребта. Это еще только начало. По самим иглам я не знаю, пойду ли я прогуляться, потому что здесь на самом деле скалы, они как бы очень такие, подход к ним крутой. И как бы если дальше идти, там надо через другое место выходить. А я собираюсь обратно идти этим же путем. Поэтому, если честно, я даже не знаю, не могу вам обещать, что я вам сильно много покажу сегодня. Но вот что рядом, то, конечно, покажу. Вот она, первая стоянка. Я себе такую хочу. Это типа грильница такая. Хоп. Кто-то когда-то из газового баллона большого сделал такую вот и принес сюда. Она уже давно-давно здесь стоит. И здесь можно шашлыки делать. Но я вот мясо не ем. Мне можно картошку запекать, овощи. Костровище все засыпало. Вообще снегом. Поэтому я даже не знаю, где я буду жечь. Кстати, вон там воду кто-то приносил. О, оно даже не замерзло, ничего себе. Хотя минус на улице. Это, конечно, странно.
Наверное, видимо, минус небольшой. Но ветер холодный, руки мерзнут. Вон они, иглы. Вон скала торчит одна, вторая, третья. Вот там четвертая. Вон она. Вот я не знаю, пойду я оттуда или нет. Я еще хочу зайти, здесь изба есть. Не буду говорить, где точно она. Потому что хозяева, конечно же, не любят, когда к ним толпы людей ходят. Особенно платные туристы. Попробую сейчас с нее спуститься. Сегодня воскресенье, возможно, там кто-то есть, но не факт, потому что следов никаких я не видела. А если нету, значит, она обычно закрыта. Я не попаду, значит. Вот скалы, иглы, вот. Цыпа, цап-царап. Жираф, по-моему, здесь есть. Если честно, какая из них какая, я точно не могу сказать. Я все время их путаю. Спускаюсь к избе. Очень крутой спуск. Витрина жуткий, холодный. Спуск крутой, скользкий очень. Вообще ни следа ни одного нет. Извините, что у меня там я выпадаю из кадра. Вокруг скалы. Ничего, я сейчас чуть не уехала, реально. Ну тут вообще крутой спуск, конечно. Ой, елки всякие тут еще колются. Конечно, есть другой подход к избе. Но это прям кругом надо идти. Там более-менее нормально идти. А я решила спуститься, показать вам. Она наверняка закрыта, хотя не факт, воскресенье. Возможно, кто-то есть. Но я следов никаких не вижу вот отсюда. И возможно, что там никого нет. А если там никого нет, она закрыта. Закрывают ее на замок. И я понимаю их почему. Вполне. Я была в этой избе, общалась с хозяевами этой избы. Они говорили, что на этапе строительства в начале у них воровали всякие вещи там. И даже дорогие. Поэтому я понимаю их вполне, почему они закрывают свою избу на замок. Ее еще и называют изба-бункер. Потому что сейчас спущусь и увидите, почему. Вот я практически спустилась. Вот, надеюсь, теперь понимаете, почему это называется изба-бункер. Хоть сегодня и выходной день, она закрыта, никого нет. Спуск не очень крутой. Я прям боюсь все время вниз совсем уехать. Вниз уехать это совсем. Короче, не очень приятно будет. Особенно назад потом вылазить. Жаль, конечно, что закрыто с одной стороны. С другой стороны, я не очень-то люблю общаться. Хотя говорю, что уже единожды заходила, общалась с хозяевом. Зовут его Андрей. С девушкой он своей был здесь. Вот такая изба. Она всегда закрыта. Тут есть турник, можно подтягиваться. Такой гонг есть. Стучать на обед. О, кстати, умывальник. Почему-то открыт. Надо его закрыть, чтобы всякая грязь не летела. Так, чем же стукнуть-то? Ладно. Вот такие скалы вокруг. Это все иглы. Почему они называются иглы? Потому что они острые. Хочется, конечно, в домишко зайти, погреться, посидеть, чайку попить горячего. Я уже кушать очень хочу. Представьте, сколько я прошла. Но изба закрыта. Я думаю, надо выходить наверх, на ту стоянку вторую, где нет ветра, и костерчик замострячить. Конечно, мне бы хотелось пройтись по иглам, вас провести, показать там все. Там очень интересно. Но, если честно, сейчас уже время много, зима же. Темнеет рано. Я дальше не пойду далеко. Я думаю, что я летом как-нибудь схожу на эти иглы и все вам покажу. Может быть, даже с ночевкой приду.
гонг на обед. Обед! Пора кушать. Прикольно. Поднимаюсь наверх. Вот мне нужно вот здесь пролезть между двух скал. В такой крутой такой подъемчик. Скользкий, со снегом. Вышла я к стоянке, которая чуть пониже находится, чем наверху. Вон там. Наверху она вон там, за деревом находится стоянка. А здесь чуть пониже, но все равно ветер попадает. Вот здесь мы когда-то давно с Петром сделали стоянку. А кто вот эти пни поставил, это уже не знаю. Это уже кто-то позже сделал. Но изначально здесь стоянку мы придумали, потому что здесь не так ветрено. Основная стоянка была всегда наверху. Вон он, столик виднеется. И там, конечно, витрина всегда. И летом, и зимой. Сейчас я попробую, конечно, найти дрова и расчистить вот здесь вот от снега костровище и сделать костер. Дров, конечно, мало я насобирала. Не знаю, может пойти еще там спилить. Сухостой я видела. Лень так идти, если честно. Время уже много. Пурга такая вообще вокруг. Сейчас подумаю. Вот сколько дров я натаскала. Ну, это как бы и немного, но и не мало. Думаю, мне хватит. Сейчас буду расчищать костровище и пытаться разжечь костер. Дрова все сырые, все в снегу. Ну, это какие-то свиньи здесь явно были. Всякие, смотрите, какие огромные банки. Я не знаю, из-под чего они. Наверное, какой-то алкоголь. Понаставляли, смотрите. Свиноты. Вообще терпеть не могу таких людей. И приходят свиноты. Иногда не стоит делать для людей ничего, потому что они потом вот такое свинство после себя оставляют. Эх, ё-моё. Ветер мне будет спички тушить, блин.
Главное это разогреться костру, костровище, а потом уже все горит. И мокрое, и сырое. Пока я собирала дрова, разжигала костер. Тут приехали люди. Один на квадрике, другой на мотоцикле. И вот они тут стояли на душу. В общем, бросили свою технику. Вот она, их техника стоит. Короче, куда-то пошли. Видимо, на скалы смотреть. Хотя там такая пуржища, вон, видите, там ничего не видно. Все замело. Костерчик у меня хороший получился, тепло. Я уж не ожидала, что на иглах вот так вот над душой будет кто-то стоять или сидеть. Вот они прям вот здесь вот рядом стояли над душой, пили пиво там в банках. Время уже 5 час, мне тоже, по идее, надо бежать. Иначе я сегодня опоздаю на автобус, и все, и капец. Но я хочу еще маленечко, вот, чуть-чуть вот посижу. Чай допиваю, зефирку пожарю на костре и бегу. Блин, зефирка замерзла. Все, капец. Зефирку не могу пожарить, короче. Придется так есть. Мне идти обратно примерно 3 часа. Уже по темноте придется идти. Вышла на хребет снять перед тем, как ухожу, что творится вокруг. Вот такая пуржища прям сильная. Ветер со снегом. Может, камера не сильно это передает, конечно. Вот и скалы не все видно. Короче, мне идти еще, ого, сколько. Пешком мне неохота домой идти. Сейчас буду лететь, снимать пока не буду. Быстрее, чтобы на автобус успеть. Короче, пытаюсь светить так, чтобы меня было видно. Но что-то все засвечивается, как-то непонятно. О, может, вот так нормально. В общем, иду. Темнота уже везде кромешная. И подъезжают те, кого я не люблю. Квадроциклист с девушкой. И такой, вас подвезти? Ну я такая, а что я буду ломаться-то? Обычно я говорю нет всегда. А тут-то я понимаю, что я уже на автобус опаздываю. Ну и в общем, говорю, ну подвезите.
В общем, получилось так, что меня подвезли, но совсем недолго. Им в другую сторону нужно было. Ну, по крайней мере, горочку самую крутую они меня завезли, и это меня спасло по времени. Потому что в горку-то я медленнее бы поднималась все равно. В общем, меня подвезли те, кого я больше всего не люблю. Не то, чтобы я этих людей не люблю. Я не люблю квадроциклы, мотоциклы, но я уже где-то говорила, в общем. Люди тут ни при чем. Они, может, вообще не понимают, что они делают. Для них это просто развлечение. Так интересно. На кустике. На тоненькой веточке. Вот так с одной стороны нарос снег. Ух, если честно, замоталась уже идти с непривычки по такому снегу. Вот там, не знаю, видно, нет? По-моему, вон там видно чуть-чуть. Луна светит. Ну, на камере, конечно, она не такая. Жаль, что камера не передает, конечно, такого. В общем, я уже скоро... Так, сколько мне получается? Где-то, наверное, час, может, чуть меньше осталось до остановки. Я уж надеюсь, что я скоро уже дойду. Вот так вот. Снежные деревья. Под ними проходишь, так классно. Блин, капец, не могу никак приспособиться, чтобы и подсвечивать. У меня на зарядке телефон. Я реально не знаю, ничего не понимаю, как я снимаю. В общем, как будет. Подписывайтесь, если хотите, на мой канал, если считаете, что я этого достойна. Если вам нравятся мои видео, мои походы. Ну все, всем пока-пока. Ночные елки в снегу. Красота.